Доброе утро, Кавказ! Доброе утро, друзья мои! Мы с вами приехали в Кабардино-Балкарию. Сегодня я вас буду знакомить с балкарской семьей. Мы с вами приготовим национальные блюда, поработаем пастухами и прекрасно проведем время. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Наше с вами утро, как всегда, начинается ночью. Сегодня мы с вами отправляемся в село Верхняя Балкария. Я вас буду знакомить с традициями, с бытом балкарцев. В городе, конечно, пробок нету, есть только коровенные пробки. Ну, мы подождем. Осталось найти, в какой мы с вами сегодня дом отправляемся. Знакомьтесь, вас зовут Азамат, меня зовут Эльвира, рада знакомству с вами. Тоже. Сегодня мы с вами пастухи? Конечно. Да, мы сегодня пастухи, отправляемся на зимнюю точку. Вы готовы? Готовы, конечно. Я тоже готова, конечно. Все, поехали. Поехали. Что мы загружаем? Мясо. Мясо? А, мы мясо с собой возим, да? Или мы продавать едем? Кушать, готовить. Уже готово. Так. Какие у нас сегодня планы? Расскажите нам, Азамат. Сегодня так. Поднимемся, касан поставим, мясо поставим. А ведь выпустим одну отару. Ага. Еще ягоды есть на корм, им тоже корм дадим. Угу. Покушаем, спустимся. Вы настоящий чебан? Почти. Почти. Ага. А вам сколько лет? 44. А вы молодо выглядите. Я думала, мы там ровесники. 44 хорошо выглядите. В чем секрет? То, что в горах живете? Знаю. Вот, да. Но вы уж секреты нам тоже расскажите. Мы тоже хотим молодо выглядеть. Это хорошо, не скажешь 44. Вы сегодня в какую семью приехали? Вы кто по национальности? Балкарцы. Балкарцы? Да, Ну я слышу язык, он есть какие-то схожества с моим, с татарским. Hazret Salakkan'ı greyderge taxtırsa ara burada sonra qırzın sulana da gəlisiz qoşu görsəyə çıxsanız. Это короткая дорога. Когда сухо, Опасные дороги, да? чуть-чуть так. Когда сухо, опасно Вообще снег. дороги. Сейчас и дорогу делаем. Где здесь дорогу делают? Прям в горах. Прямо вот здесь. Вчера грейдер налили. Подсыпку сделали. А какая техника сюда заезжает? КамАЗы? На КамАЗах вот с Голубых озер. Да. Грунт привезли. Угу. На подсыпку сейчас увидите. Вы за свой счет делаете Да. дорогу? Пастухи, чебаны, все за свой счет вот здесь, да? Чье пастбище? Все собрались. Молодцы. Когда зимой снег по колено, каждый поднимает тоже. У вас снег есть, да, здесь? Конечно, да. С той стороны, южная сторона, там максимум день-два, а так сразу тает по той стороне. С этой стороны до осени, до весны, лежит снег. Вот с этой стороны, это северная сторона получается. Далеко находится ваше зимнее пастбище? От дома 8 километров. 8 километров? Да. Раньше чебаны на конях добирались, сейчас уже на новых нивах, да? Да. На лошадях. Современно. На шагах. Кто как мог. А вы на коне скакать умеете? Конечно. Вы всю жизнь прожили в Верхней Балкарии? Да. Родились, это Да. ваш родительский дом? Да. И вы живете сейчас здесь? Да. Во сколько начинается утро чебана? Во сколько вы просыпаетесь? Летом в 5-6 часов, а сейчас вот в 7-8 вот так. Ага. Время 7 часов мы уже едем. Я встаю раньше, вот, в 6, вот, 5. Здесь у нас начинается крупнорогатый скот. Это вот все здесь. ваше, да? Да, вот здесь. Потому что
Хош. Хош? Да, Хош. Мы доехали с вами до Хош. Мы их просто догнали? Да. Видите, там открыто. А что у вас помощник хромой? Зимой в капкан попал. Бедненький. Неделю, короче, он там. В капкане Спасибо. пробыл, да? У вас собаки какие огромные. Это алабай? Ой, это чуть-чуть кавказский. Кавказцы это? Да. Огроменный, смотри. Это опять первое. Ты такой, посмотри, медведь, настоящий медведь. Пойди. То есть отсутствие лапы ему не помеха, да? Он справляется со своими обязанностями. Справляется, но с трудом. Ага. Сколько у вас здесь собак? 3. Здесь какой-то хайван водится, что ли? Вы говорите, в капкан попал? Бог ходит, да. Кет, var. Вы где-то специально покупаете этих собак? Это я собрал, это мои. Сами? Собака это необходимость здесь, да? Конечно. Вот Ага, видите, я кель. вчера вечером их загнал, оставил, домой поехал, здесь никого нет. Моя летняя позиция, вот видите, там белые вершины. Летом я там, где яки, вот, овцы мои там, 3-5 высота, там они пасутся. Я их могу оставить с собаками, спуститься Чужих домой. не подпустят. Там только мои. Там только волк, рысь. Ну, они охраняют. Сколько у вас голов? А нет? Крес. Да, там под 100 голов. Под 100 голов? Как давно вы вообще этим занимаетесь? Разведением? С 2003 года. 22 года вы уже этим Да. занимаетесь. А какая вообще собака самая лучшая подходит для охраны скота? Кавказцы? У нас именно, да. Алабай тоже не подходит. Алабай Азиат, и- да, нет, не подходит. Они тоже. Вы их здесь кормите или они сами себе Я находят? их кормлю. Кормите? Ну они такие жирненькие, мощненькие. Бульон. Постоянно каждый день 2-3 буханки хлеба. Ага, съедается, да? Каждый день даю им. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Это наши соседи. А это не наши, это соседи? Это не наши, это наши соседи. Наши с той стороны. Здравствуйте, наши соседи. Это наши У соседей бараны, овцы. Да, у них овцы. С чего началось ваше утро? С кофе. Даже мое не с кофе началось. Peki sizce? Không, không có lại nước cái lắm đâu. At bakar mısın? Ama bugün de mi? Öyle sana bak kızlar. Bu gece gelecek gene biraz. Yani bugün sana da trip ne falan. Dönerken birler, bugün çok güzel dönerken kaldım. Maç bugün düşünsek geldim. Слушай, надо баня варить в карманом. Где ты, Балкарии? Все живут балкарцы? Да. Кабардинцев здесь нет. И кабарды. Сейчас и русские появились. Появились, да? Есть у Да, вас русские? несколько вот Семей. семей, да, дома купили. Ага. Там 2-3 семьи. Ну, не постоянно так. Дачный Но, вариант. да? но уже купили, уже да, оформили, дома есть. Сейчас вы слышали, как звучит балкарская речь. Напишите, пожалуйста, с каким языком вы слышите схожество. А, вот так вот выглядят дома у чабанов. Вы здесь с братом всегда работаете, да? Всегда. У нас и рабочие работают. Сейчас рабочих нету. Уехали. Ага. Один есть, но на Откуда рабочие? Тоже местные? Да, с села. Нам без разницы хоть откуда были. Это же ищаги. Посмотрите, какие у нас здесь дома у чабанов. Картины на стенах. Вот так вот выглядит чабанский домик. Хороший дом, да? А сколько у вас детей? 4. У вас 4 детей? Да. А вот вы с мамой живете, да? Мама, папа, жена, дети. Ага. У вас так принято, что сын живет с родителями? Вот, например, в Узбекистане обязательно сыновья живут с родителями. У вас тоже так? Конечно. Какой остается дома, старший, младший? Я старший был, я остался.
А, без разницы, какой захочет, остается. Старший выбрал остаться дома. Раньше у нас этикет такой был. Последний младший оставался. Вот, я поэтому... Сейчас уже Какой хочет. как удобнее будет. Кто Чью захочет, невестку больше любят, наверное, сейчас. не знаю. Та и остается. А вы здесь сегодня с ночевкой остаетесь? Нет. А что, печку топите-то? Сейчас будем жарить, варить. А, здесь будем жарить, варить? Ага. Вы как настоящий горец с ножом ходите, да? Какой-то специальный нож? Это карачальский нож. И балкарский нож. Бычак почти одинаковые они. Как будто у вас бычак? Бычак. Да. У нас пищак. Бычак. Ой, острющий. Так, пожалуйста. Всегда на вас нож. Всегда. Зачем вам здесь дрон нужен? Это ягод собирать и Яков собирать. Очень хороший помощник. У вас сколько яков? Там у нас общее стадо по 500 голов. Там 5-6 хозяев. 500 голов на 5-6 хозяев. Да, Ага, поняла. Основные мои. Основное поголовье. Но вы не доите скот, Нет. ничего, только на мясо. У вас мясная Только у нас, порода. да, на мясо. Именно яки на мясо. И вот эти коровы есть, домашний скот тоже на мясо. Люди едят яков, да? Мясо вкусно у них? А сколько стоит мясо яка килограмм? В этом году мы здесь продавали 450 рублей продавали. Чуть дешевле говядины. Да, на 50 рублей дешевле. Я мясо никогда не пробовала. Сегодня попробуйте. Яка? Да. У вас есть? Дома. Попробую. Дома. Да. Есть. Мы же еще к вам домой пойдем, точно. А говядина у вас 500 рублей. А баранина сколько стоит? У нас именно вот... Ну вот. Нет, живым весом у нас такой практики нету. Именно у нас в селе, Ага. что живым весом продавать нету такого. Ага. Мясом у нас ягнята молочные сейчас продают по 800 рублей. У нас высокогорные молочные ягнята с 800 А у вас рублей. считается вкусно-вкусно, да? Конечно. Сегодня мы с вами попробуем здесь мясо яка. Также мы оставим ваши номера телефонов. Даже я в прошлом году в Горный Алтай поехал. Вы были в Горно-Алтайске, да? Ага. Я туда 2 фуры ягов привез сюда, быков производителей. Оттуда. А то я сам на машине поехал. А почему оттуда привезли? Чем они лучше ваших? Кровь поменять. У нас Всё. уже на Кавказе уже с 70-го года, не знаю, в 70-х годах привезли, вот в колхозные времена. Везде у всех одни, Родственники. да, родственники все уже. Я из Карачая привозил, соседей привозил. Но решили, То, что что нет. там тоже, которые в Карачае, которые все они то отсюда покупали, Да. то наши оттуда вот так. Я своих быков забил, Мгм. туда поехал, дал 50 на 2 фуры, и сюда привез. Официально с документами, с бумагами. Сам поехал, сам отбивал, сам выбирал, загружал вот так. Вот чтобы кровь поменять. Видите, откуда привез скот? 6 суток ехали сюда. 6 суток. Да. Дорого, наверное, обошлось, да? Нормально, Дорога, да. перевозка, наверное, вообще дорого. Одна машина 400 тысяч рублей стоила, только за перевозку. Дорого. Баранина? Вы без соли, без ничего, просто вялите. Солью. Солью это? Вообще, мое самое любимое мясо это соленое мясо, вот такое. Ну, невероятно вкусное. Баранина. Что, сосед уехал, что ли? Сосед домой едет. Брат? Рядом сосед? Рядом сосед, а так брат А мой. так братья, а так по соседству. Хорошего дня, до свидания. Пока на работе он мой сосед. Когда в машине уезжает, он мой брат. Я единственная женщина, которая здесь появилась. Михаил, скажи, бывает здесь? Здравствуйте. Салам алейкум. Ассалам тоже поздравляю. Салам алейкум. Это парашют называется, смотри. В армии кто не был, вот так называется. Облегченная версия портянок. Сейчас вот так. И целый день буду ходить. Натрет, да, мажор? Если не Все. Что мы сегодня мясо будем готовить, да? Вы сказали, в казан положи. Это пişiririz. Пшеребес, это Это пшеребес. пişiririz, aşağıyız. Сегодня будем варить мясо, будем его есть. Это пшеребес, ашибес. Это сильно похоже на мой язык. Etli kazana saldık, Мясо положили в казан, pişirdik, сварили, tuzluk ettik, ayran da çiçekle. посолили с айраном. Vay,
Он солит, он будет, потом тузлук, айран, чеснок, перец. Это приправа такая. Это тузлук называется Да. у вас, да? Ну как, соленость уж тузлук переводится, а У так? кого аппетита нету, вот, макает. У меня с этим проблем нету. Нету, да? У меня аппетит хороший. С Так, аппетитом вот нет это никаких наша проблем. аппарат. Сейчас вот здесь будем открывать. Они сейчас будут выходить. Давай, сюда. А я думаю, вот в сторону. Давайте сюда. А у нас вот мишары считаются цепью. А сколько зарплата вот у чебанов, который у вас узбек, вы говорите, работал? Его одевал, обувал. Полностью все расходы? Питание с меня и 50 тысяч рублей давал. 50 тысяч рублей, где-то 620-630 долларов примерно. Мгм. Ну, он меня примерно обходился вот 90 тысяч рублей. Ну, где-то примерно. под 100 выходило, наверное, да? Раз в месяц две барашки обязательно вот Мгм. в месяц. Мгм. Плюс вот все питание, чай, айран, сахар, все, Ну, кажется, меня. все, Я вся его еда. одеваю, обуваю, все, да. Все, поняла. Все, мы выпустили. Это вы что, все отработали? Нет, работа сейчас начинается, еще половина там у нас. А, ну пойдемте Сейчас работать. я их чуть-чуть отгоню там. Туда. Пойдемте Давай. отганим. Отганим. И вторую партию. Вот. Haydi. Sami fajnie. Горная вода, да? А где вы здесь кубку производите? Это в селе. В селе? Да. Туда гоните. Когда вот на летнее пастбище спускаем и по дороге купаем, и когда обратно тоже. А вы вообще по образованию кто? Сельхозакадемию заканчивал. Вот я хотела Природообустройство, охрана территории. Я сам вообще там в заповеднике работаю. У нас Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник. Ага. Это что такое? Ого. Родился, что ли? А кот у нас? Вот это, да? Вообще баранов 25-го на Это зимой суровый здесь. Угу, зимой. А это, наверное, чуть пораньше погуляла. Это вообще проблем нету. Я люблю свою работу, если честно. Любите? Конечно. Но вы, видно, ее очень легко делаете. Все? Это я где-то молочная отбил, это матки там. Ага. Там матки, да, Да. все? Она тоже с ними будет. С ними будет, отделять не будет? Какая здесь порода баранов у нас? Вот эти черные карачайские, вот эти. Черные бараны, карачайские. Курдючные, да. Курдючный хвост у них именно, да? И кончик там латинский S получается, вот, так согнутый. Вот видите? Ну-ка, одну овцу можно поймать? Конечно. Давай. Ты с этой стороны. Ага. Сейчас я одну поймаю. Так, с большим кубиком одного поймаю. Ага. Вот это у нас карачаевский баран, да? Видите, кубик какой? Вот это, Да. здесь уже курдючные хвосты, обратите внимание. Сколько килограмм выходит курдюка?
здесь, не знаю, 2-3 килограмма максимум. 2-3 килограмма выходит, да? Больше не будет, 2 килограмма максимум. Сколько вес этого барана? Сейчас живым весом 30-35 килограмма вот этот. Весом 15-16 килограммов. Так продаете целиком? Живьем, вот, если продавать, они от 10 до 15 так стоят. 10-15 Да. тысяч. 10-15 тысяч стоит один баран. Это где-то от 120 до 150 долларов. Хорошие цены. Сколько лет вашему старшему сыну? 14. С собой берете? Да. Уже на пастбище? Да, конечно. Уже приучаете, да, к труду? Младшему 2 года, Ну и вот, наверное, еще не берете. это он дома. Лет до 3 пусть растет пока. Здесь у вас заготовка корма, да? Это да, это сено здесь ячмень. Ага. Да. Где закупаете? Внизу там, в основном в Терском районе. Ага. У вас вот, чуть ниже там. У нас у меня здесь бараны производители стоят. А вы их все на зиму отделяете, да? Сейчас я вот дней через 20 буду пускать в стадо. Чтоб покрывали? что ли? Да. Черные карачевские есть, вот. Ага, белые. Белые, наши местные горные, вот, балкарские. Одни помеси дорпером, помесь с арашаном, вот это карачевский и арашан. Ага. Это афганская порода. Это Афганская? дорпер. Вот это тоже карачевские, вот, с дагестанскими помесями, вот эти. Черноголовые, белые. Ага. Какая порода считается мясная, самая лучшая, самая вкусная? Самая вкусная считается вот карачевская, вот, Карачаевская? горные, да. А производители? Если вот они тоже вот один сезон здесь будут гулять, вот пастись у нас в горах, вкус отменный. Ни вони, ни запаха, ничего нету. И бульон, и мясо просто шикарное. Шоколад. Вообще вкусное же мясо на Кавказе. Именно в Балкарии. В Болгарии самое вкусное, да? Именно у меня. Патриотизм какой. Именно у меня самое вкусное, говорит. Сегодня мы попробуем самое вкусное мясо по версии Азамата. Сколько стоит цена сена? Вот такой 200 рублей стоит. Сколько килограмм здесь? Здесь есть? 12? Здесь 20-25 килограммов. 20-25 А так килограмм? солома 200 рублей. Под 100 рублей вот Ага. солома обычная. Чтобы цены знать, сколько у вас стоит. Все равно другие сейчас будут Это чебаны еще сравнивать. там доставка, маставка. Отдельно. Да, конечно. А, сам чук стоит 200 рублей, там 20-25 килограмм. А сами какое любите мясо? Самое любимое? Як, говядина, баранина? Баранина, ягненок ничем не сравнить. Именно ваш. Именно только Именно вообще азаматовский. вот- нет, именно мясо ягненка ни с чем не сравнить. То есть вам только ягненка подавай, больше ничего не надо? Я кушаю, и караес тоже кушаю, и яка тоже кушаю. Например, я домой одного яка забиваю Да. и на зиму. Вот это Хватает, мне да, на семью? Это мне хватает на месяц-полтора. А, нормально. Еще я забиваю себе молочного теленка, вот, караес. Ага. И я периодически, вот, овец тоже так. С октября до мая примерно у меня примерно дома 2 туши точно. Уходит. Караес 2 туши точно. Ага. Потом овец я не считаю. Может 10-15 голов. Вообще вот у нас же принято, что баранина пахнет. Здесь я говорю, вот на Кавказе она Я, не например, пахнет. вот если поеду, да, сейчас в Бабьон поеду, Да. в соседнее село. Соседнее чуть, да, село. чуть ниже. Вот и на свадьбу куда-то. Мясо попробую, бульон, не вариант, я не смогу там бульон. Да? Чуть-чуть так привкус есть. Все к своему привыкли. И с Калмыки я привозил, Черноземельский район там есть. А мне понравилось калмыки мясо, я же вот была там. Там мясо бомба, супер мясо. Да. Не воняет. У меня ничего. там друг Чапан, Арслан, мой вообще друг. Я 2 года там назад в Казахстан поехал, через 2 года. Там как мясо вам? Как раз Орза было. Ага. На шам поставили мясо. Короче, я не смог кушать. Мне в Казахстане тоже. Привкус был чуть-чуть так. Ну, Вам не подошло Да. там баранина в Казахстане? когда обратно сюда ехали, на Ашхам, с Волгограда, как в Калмыкию заезжаешь, Чапурники, село есть там. Ага. Чеченцы там, кафе, чеченцы держат, мне кажется. Прям туда подъехали, как у них галушки. Галушки?
Как хинкал. Мясо бомбовое, бульон вообще. И там до сюда покушали, да. Именно в Калмыкии мясо вообще не воняет. В Ставрополе поедешь, там тоже воняет. Мне в Калмыкии, я вот последний раз была, мне так понравилось Именно мясо. там? Оно еще соленое у них, то, что сама природа да. соленая. И крес тоже я возил оттуда, и морез тоже, и резал, и там тоже кушал, и здесь тоже кушал. Ну вот правда, в Калмыкии вкусное мясо. Я говорю всем, нет, вот ребятам сказать вот в селе, там тоже как у нас мясо, никто не верит. А я вот пробовал в 2 казана вот и нашего, и то, что с Калмыкии привозил. Отличили? Никто не смог. Никто не смог? Именно что. Все, в Калмыкии мясо вкусное. Сегодня у нас с вами есть прекрасная возможность оценить на вкус мясо Кабардино-Балкарии. Так? Это все на улице? Поднимать я буду. Ладно. Вот такое у нас с вами сегодня чебанское утро. Уже теплеет на улице, надо раздеваться. Давай. Сейчас, если смотреть на горы, травы же нет или это есть? Есть. У вас всегда есть трава? Это просто сухо сейчас. Как вы видели, вот есть трава, сухо стоит. В начале октября так. Ну сейчас все, сухостой будет. Уже всё. да. Вот даже вот вниз поехать, дальше туннели, там туман будет. Сюда поднимешься, солнечная погода будет. Там морозняк, туман, а с этой стороны Но сухо. снег следует здесь ожидать? Да, конечно. Когда сезон снега? Уже, в принципе, должен быть, да. А так вот, именно вот с этой стороны, вот здесь максимум день-два. И все. Все. Там под скалой вот. И вот сюда вот. У вас С этой прям стороны. по горам скачут. Да. голубцы. А вообще бывает, что волк может забить Да, овцу? да, бывает, да. Бывает? Да. Сколько за зиму, за сезон вот уходит? В этом году что такое, в последнее время нету, а так вот, если вот, отделится, останется, вот, например, голов 180 или под 100 голов. Максимум из них может остаться 10-15 Зафигачат, да? Да, может быть. А так вот голов 70 за один раз, вот если 1-2 волка будет, Ага. А яков волки трогают? трогает два теля. Яки не могут? Ну, не особо кажется. Я в Калмыкии, когда снимала репортажи, там специальный у них вид коров есть, калмыцкая, Калмыцкая порода. которые сразу в круг встают и волков сами дубасят. Это все фантастика. Фантастика? Да, это которые джаваны пастухи сами придумывают. Нет такого. Я уже 25 лет почти работаю, занимаюсь. Если 2-3 волка будут, по-любому одного теленка по-любому достанут. А вот когда сейчас снег большой будет вот в горах, где Они реки же наши, спускаться да, будут волки. уже сугробы будут, загоняют, по-любому они берут свое. А когда-нибудь в истории бывало такое женщина-пастух? У вас никогда не было женщины-пастух? Я тоже никогда не видела. Ну, только я. Başka республика Коргонна. Да? Ничего себе. Видел, говорю я. Вон здесь у нас точно не видно, лес у нас. Anladın mı? Başka республика Коргонна дегенді. Да, я видел в Башкирской республике. Там Кычыер, Кочьер это где? Черкесия. А, в Карачаево-Черкесии. А, Башкирская республика, да, в другой республике я видел. Да, mesela ortak атаутай koydum. Да. Учит меня балкарскому языку. Проверяет, как я поняла. За считанные минуты все наши кормушки опустошены. И они уже сами знают, что им пора домой.
А что вы делаете из шкуры? Я вижу, Вообще ничего не делают сейчас. Никто не покупает. Вот. шкуры, наверное, вообще сейчас не покупают. Нет. Шкуры уже давно нигде не покупают. И сейчас тоже не покупают. Ну, у вас мама занимается войлоком, да? Вот только у нас мало, да. Ну, есть тоже в селе, которые вот занимаются шерстью, вот, вяжут. А мама именно войлоком занимается. Бурками, коврами. Ковры, бурки мама делает, да? Да. Сегодня, значит, мы с вами посмотрим, как выделывают овчину, изделия из войлока. Раньше хорошо делал, но возраст тоже. А маме сколько лет? Маме 74 года. Тоже хорошо выглядит мама. Я думала, ей 60 с копейкой. Овец мы накормили, напоили. Еще сена будем давать. Эш бітті? Еще почти наполовину. А, половина эш бітті. Енді бітсен берсек, бітсен сена. Сена береміз. Да? Ладно. Сейчас еще сено дадим. Ну-ка, вот посчитайте, как у вас счет. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вы можете услышать, что они цекают. То есть уц, он говорит. Если у нас это үш, у них уц. Он говорит, наш регион на ц разговаривает, да? Не регион, Село? наше село, да. Их село на ц разговаривает. Наши соседние села тоже Бабген, Кашата, вот я сказал. Там еще Жемтала, Ташитала. Это с этой стороны. А с этой стороны соседние ущелья, там Безинге. Там тоже наче. Мы были в Безинге вчера. Карасу, Безинге. Да? Тоже там наче разговаривают. Наче. Дальше Чегем. Уже как мы, значит. И уже Эльбрус и Карачи, там уже все наче, ножи. Но у нас вот у татар мы разговариваем на че, а мишары у нас кто-то цекает, кто-то Мишар секает. это кто? Мишары тоже как татары, просто язык вот цекают. Чуть умнее нас татар, чуть хитрее нас татар. Чуть еврейская кровь, да? Чуть-чуть так. Да. Чуть, да. Ну да, это татарские евреи уж. А, у вас подожди, вот различается, да? Да. Ну как у нас все балкарцы, вот только Вот, да, кстати, вот балкарцы как-то различаются или только балкарцы и балкарцы? различаются, да. Какие есть? У нас вот 5 ущелья есть. Да. Черекское ущелье, Хулама-Безингийское ущелье, Чегемское ущелье, Эльбрусское ущелье. И кто какой балкарец, типа, да? Конечно. Это вот как мы различаются. татары. Я казанская татарка. Вот типа так, да. Да, есть сибирские татары, есть крымские татары. Именно вот у нас Чегемле, Бызыңы, Холам дейді. Еще дальше Бахсан дейді, Эльбрусский район. 5 есть Да. балкарцев различия. И наши вот Черекское. Ладно, мы будем знать. Хорошая информация для нас. Все отличаются. Ведро надо занести. Как-то не жалуются, нормально. Работа есть. Вы работящий? Работа есть, дом есть. Вы работящий? Мы вот пришли, вы все время чем-то заняты, работой заняты. Вы очень трудолюбивый. И легко свою работу делаете. Мавлай, ты меня? Мавлай. Вот так надо делать, вот так. Мы набываем, набывай. Мавлай, ты меня? Что мавлай? Вот это в руках у вас как будет вилы на вашем языке? Сенек. Сенек у нас тоже. Сенек, мавлай, понял. Сенек, мавлай, ты меня? А вы с кубаками друг друга понимаете? Хау. Английский. Как вы у вас, да, вы хау говорите? Да? Хауа. Хауа. Хау. Хау. Хауа. Хауа. Это воздух. Воздух. Хау. Хау. Да. Хау. А у нас ае. Хауа. Скажешь ударение? Хауа. Да. Ага. Подтверждаешь хауа. Хау.
под 1000 голов есть в общей сложности, да? Чуть больше. Чуть больше? А отец ваш кем работает? Тоже в заповеднике работает. Тоже сельскохозяйство у него? Нет, в заповеднике работает. А вообще изначально откуда у вас любовь к скоту Не появилась? знаю. Почему вы решили стану чабаном? Почему вы решили разводить скот? Ну, если честно, нравится мне эта работа. Это же самое главное, чтобы человек любил свою работу. Это наш последний тюк, да? Да. У вас с братом общий кошар, что ли? С той стороны там человек 20 держит. Ага. А с этой стороны я А, вы с один? своим родным Вдвоем? братом. Нет, родной брат у меня есть. Он дома сейчас. То есть у вас в половину, что ли? Половина его, половина... Половина их не было. Ага. С этой стороны вот. Все, я поняла. А вот интересно, Кабардино-Балкария, она кизиками отапливается или нет? У вас такого нету? Редко так. Редко, да? А у нас точно нет уже. Раньше У вас было. все газ. Газ, дома газ, а в кошарах дрова. А почему не кизики вот в кошарах? Не знаю. Кто их заготавливать будет, да? Заготавливают дрова, я заготавливаю. А рабочий вот тогда хранить, капать, когда готовы дрова. Кос. Откуда вообще закупают у вас баранину? Куда-нибудь в Татарстан берут? В Татарстан я несколько раз отправлял. Отправляли, да? Сами приезжали, вот, я забивал, готовый мясо отправлял. Яка и вот я тоже. Яка тоже берут, да, в Татарстан? Да, именно в Татарстан. Як вообще он считается халяльным мясом? Конечно. Да? Я вообще никак в жизни не ела. Сегодня на сегодня все. На сегодня все. Работа закончена. Сейчас палки нашли. А вы никогда не хотели переехать в город? Никогда в жизни. И вообще таких мыслей нет? Вообще нету. Дай Аллах. А вот у вас ребенку 14 лет, а куда поступит учиться? Пока не знаем. 14 лет, вы уже понимаете, какой у него интерес будет? Интересуется скоту вашему, чабанскому делу, скажем так? Я постоянно поднимаюсь туда, помогаю постоянно. Ага. Уже так-то привыкли, но не хотят уже. Но вы видите же, вот есть у него настрой на это или нет? Ну, Или у детей не особо настрой? у одного есть, но... Видите, у нас яички домашние горные. Ого! Не смешно. А где вы палку взяли? Моя где? Да? Это твоя или моя? Это ваша черная. Ну что, друзья, на сейчас наша с вами работа закончена. Мы с вами перемещаемся в дом. Будем готовить обед. Время у нас... 3 нитки. Часов нет. У меня есть часы. 9 часов утра. Мы уже столько дел переделали. Все, солнце вышло, жара началась, охота снять скорее куртку. Такое здесь тишина, спокойствие. Что, жарко стало? Я даже вспотел чуть-чуть. Я тоже жарко стало, правда. Ночью, наверное, здесь вообще холодно, да? Сейчас минуса нету еще. Нету? Нету. Я думала, минус есть. Ты там видела, вода... Не замерзла. Я тоже на это обратила внимание, что вода не замерзла. Чебан, куда я хочу? Тахтым. Ага. Тахтым. Я тоже калам сейчас. Все, Алла. Тағып еді. Сейчас тоже повешу. Если допрыгну, повешу. Алла еттім. Парашютін сұрадым. Енді тақтым.
А что-то я вижу здесь седло есть, а коня нету. Конь тоже есть, тоже. На выгуле? Только рабочего нету, что А. за ним ходить. Волк, туши мяса я вижу повесили. А спасибо, как будет на вашем языке? Саубол. Саубол? Саубол. Как у азербайджанцев саубол, да? Саубол. Саубол. Болгарская валюта саубол. У нас саубол это пока-пока. Саубол. Малвейтик. Да, мясо тоже положили. Мясо положили? Да. А что мы будем готовить? Просто будем варить мясо. Мясо попробуем и бульон. Чуванский обед. Просто мясо Да. и бульон. Так, Что, прям сами и лепешку можете испечь в печке? только не сегодня. Он говорит, когда я здесь живу подолгу, и лепешки сам здесь пеку, и айран ставлю, сыры делаю. Сыр тоже делаю, айран тоже делаю. Да, кто вас этому научил? Откуда Сам. это? Сам? Сам? Да. А во сколько лет вы этому научились? 25, наверное, мне было. Вот как сюда ушли, так и научились, да? А вообще, ваша жена здесь хоть раз была? Пару раз поднимал. Показать, где работаете, да? Да. Но у вас все равно здесь домик чистенький, аккуратный. Шампура висят, половники висят. Чистый прям дом. Прям сразу в глаза бросается чистота в доме. Даже зеркало у них здесь есть. Очень мне понравился, конечно, Азамат. Трудолюбивый, работящий, все делает. Молодец. Тузлук взял. А, тузлук? Да. Я почистила чеснок для тузлук. В чем бутылки? Это вы лайфхак нам показали? Ни разу не видела, да? Я даже не знаю, про что идет речь. Посмотрим. Так, теперь смотри. Беги! Да ладно. Да ладно. Я первый раз вижу. Посмотрите, весь чеснок И сок там остался. всё там. раздробленный. Вон вообще весь. Вот это лайфхак, чтобы не резать, не натирать. Вот так. Тузлук мы добавляем соль, айран, да? Да. Это у кого, видите, нет аппетита, это надо есть. Но у нас с этим проблем нет. У вас бывает нет аппетита? У нас тоже, наверное, нет вот с этим проблем. Тоже нет. Аллах шукр. Я вообще очень сильно люблю чеснок, прям очень сильно. А еще и тут соль с айраном вообще, наверное, вкуснятина. Так, еще добавляем перец. Во сколько лет вы женились? 29. 29? А жену кто выбирал? Сами полюбили, родители выбирают? Как у вас принято? Потом скажем. Почему? Не знаю. Стесняетесь? Чуть-чуть так. Вот я у мамы спрошу. Готово приправа уже. Все. Это для мяса или Да, просто да. пить? Это для мяса. С хлебом тоже можно будет. От перца. Здорово. Спасибо. В кружке будем заваривать. Хорошо.
Полный нет. Полный? Ну, давай. Вот такой у нас сегодня завтрак. Чай с конфетой. Что там варите? А, чай не пьете, что ли? Да, давай. А что, в прикуску не едите? Я в прикуску. Вода вкусная. Вообще вода хорошая. Сегодня голову помыла, такая вода здесь прекрасная. Все, всем приятного аппетита. Ждем, пока сварится мясо. У нас дома, например, из-под крана питьевая вода. Пьете, да? Да. Для нас это такая роскошь, кто пьет из-под крана воду. Родниковая вода, самотеком идет. Сегодня попью у вас дома. А как принято у вас на Кавказе обращаться? Вот вы старше меня, я должна вам говорить Азамат или как? Да, пойми. Никаких там, ну вот как у русских дядя добавляется, у нас у татар абы добавляется, а у вас вообще ничего. А к вашей маме, как я должна к ней обращаться? Без апа, без Нет. кандидат. На Кавказе так обращаются. А у вас здесь были какие-нибудь страшные истории, там, дрались с волком, с медведем? Не слышал, нет. Не, вы? Не было? У меня, я? Да. Ни разу не Ну был. там я 40 волков убил одним ударом. Бывало, что отсюда выехать не могли там и засели? Именно отсюда нет. Когда наши летние пастбища, что оттуда, да, бывает Да? постоянно, да. Ну вот что, спите спокойно, а просыпаетесь, над вами волк, такого не было? Вот посмотри, сели какие бывают-то. Это вот летнее пастбище, да? Да. Ошалеть. Как будет? Нет, у нас юг, у вас Yok. 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 Анвамы, минамын. Vay. Vay. Yok. Anladın? Yok Yok, da var da. подходит. Zok. Zoktu. Зок. Zoktu. Komuğunu alabız. Penasını alabız. Пока bir şey turada ol, varится bir şey de и до конца бишкенсир biz bulayar varabız. Hayvanga? Hayvanga karayız, koylağa karayız. Bugün kopterle kütörüz. Kopter bugün помощник bolamın ha. Ладно. Elvira da. Эльвира да помощник, коптер да помощник. Sonra kaytabız, aşağıyız, uygur varabız. Хорошо. Вы поняли, да, какой у нас план? Сейчас мы собрали пену. Попозже мы выйдем смотреть за нашим скотом. Сегодня, говорит, у меня будет помощник Эльвира и квадрокоптер. Сегодня надо будет посмотреть там скот. Потом придем, все, покушаем здесь мясо и поедем домой. Вот анвым, все анвым. Anlayız kardeşler, Да, anlayız. полный анвым. Да ты еще убишь меня. Это маленький сейчас. Долго не будет. Это когда сойду у вас? Tünene soygun ben bunu. А, ночью зарезал. Это что, кишки были, чики? Это жёрме называется. Жюрме? С желудка делают. Как колбаса, как примерно колбаса. Внутренне же чистят вот Угу. и заворачивают в желудок. Хорошо очистить вот этот вот. Жюрме. А кому он делал? Как бы делал ясады калды, как на вашем языке? Халай? Кто это сделал? Кем? Это я зарезал две барашки там. Да. Внутренности здесь оставил, здесь рабочий был. Я И ему он сказал, сделал, что да? да, не выбрасывай, А как давай. будет на вашем языке? Кто это сделал? Кем? Kim ettim onu? Кем это? Soygun ben ettim koyunu. Ага, кем это? İki klient alıp gittim. Tümüne. У вас такие глаза голубые, да? Сейчас, наверное, красные чуть-чуть, да? Не голубые. А что, балкарцы, они светленькие, голубоглазые, что ли? Не знаю, и такие есть, наверное, и кареглазые. Мы же как-то привыкли вот стереотипы, что Кавказ это темные, яркие, а вы вон светлые, глаза голубые. Я больше на Кавказ похожа. Ensem nakal kalasa. Да? Kafkas'da kal nakal evi. Ну.
Еще надо много чего объездить мне. Пока оставаться нет времени. А вы готовить любите ма? Как будто любите aşarga pişirge Aşağıya suyuyorum ben. suyesiz mi? Pişirge de suyuyorum. люблю. Azgı da suyuyorum ben bunun yüzünden. А, я люблю вынужденно готовить. Ну, если честно, летом С удовольствием, да, с бывает? кайфом, с удовольствием готовлю, да. Ага. Такое, наверное, что-нибудь в казане. Вот вы же, мужчины, любите в казане готовить мясо. Мясо, плов, поджарку. Вас узбек научил плов готовить? Нет? Учил только, я что-то не научился. Не научились? Öğrenmedim. Ne легче вот мясо сварить, Ну, у вас же... бешбармак сделать, тесто сделать самому. И А хорошо. бишбармак умеете делать, да? Да, конечно. Сейчас, наверное, там казахи смотрят и упали от гордости, что на То, Кавказе что бишбармак в готовят. в пакетиках, Мгм. а именно вручную я. С узбеком со своим разговаривали на своем языке? Понимал вас? Хал. Понимал? Он почти как балкарец, вот так разговаривал Да? по-балкарски, да. А вообще балкарского языка много у вас? Люди разговаривают, в семьях все разговаривают на балкарском Именно в языке? Балкарии, да. Именно здесь вот Именно Малкарда, мамында Малкар. Сөйлей. Балкария, Малкар называется, вот, Малкар. Только по-балкарски разговаривают. Но есть такие дети, которые только по-русски разговаривают. Есть, да, уже Да, обрусевшие? Есть такие, да. В вашей семье дети сөйлей на балкарском? Только на балкарском. Мгм. Знают русский тоже, но они только по-балкарски разговаривают. Я очень серьезно отношусь к языку. Я всегда говорю, чтобы не забывали свой родной язык, чтобы люди разговаривали на своем А родном языке. можно учить 10-20 языков без проблем. Это даже Сколько надо, можешь, да. Это еще лучше. Но свой балкарский язык. Родной язык, да, должен обязательно. знать. Пусть с акцентом разговаривают, как я, на двух языках. Кеттик. Как вы говорите, Ибула? Хороший? İki bola, хорошо болады. А потом вы сказали Ибула. İki bola dedim. Игибула. Al iki. Мы куда-то уезжаем? Не А. пешком, что ли? А, все? На машине поеду. Побежали? Машина барабас. Да, пора. Смотри-ка, у Нивы какие технологии. Раньше привыкли, Нива вот здесь поднимается. Сейчас вот тут. Не так охота, если честно, себе Нивушку и Гелендваген. А это чехол бинокль, я думала, сумка. Ага. Что, кожаная настоящая. А где кожаные изделия лучше покупать? Вот, точно. Я в Нальчике покупаю. Нальчики? Да, у одного. На каком, не на козе? У своих, да, кто-то у вас? Это один кабардинец занимается вот. Ага. У меня вот такие чехлы, седла, все вот, то, что нужно для лошадей. Вот это все он делает, я у него покупаю. А я думаю, там сумки женские, вот себе подарок сделать. А это я не знаю. Я можно купить. Ну, вы сумки не покупаете, да? А какие подарки вы жене дарите? Vermeyeyim mi padakalar? Бермес вы? Vermeyeyim mi? Bakarayım ne oluyor yani? Оф, как близко он к обрыву подъезжает. Ой, бисмилля рахман рахим. Рахим тем Худай Тағала бәткіна болсын. Müslüman bozdun resmen. Ah iyi oldu. Versi binokul. İşte bakarayım. Пожалуйста. Bu işleri doyuyorlar. Как он близко к обрыву подрывает. У меня аж кусок ноги там висит. Что, ребят, видать? Нету что-то их тоже. Зохтула. Вон же по одной стоят. Это коровы. Рассматриваю внимательно. Вижу каждый ваш лайк. Все поставили мне лайк. А не то я посмотрю сейчас. Нету. Это в другое место? Поехали в другое место. Уже старенький стал. Ну, Ну, показывает хорошо. хорошо показано, потом голова болит, да? Нет, у меня нет. Можно у тебя? У меня болит. Глаза болят. Надо посаивать. А, под свой глаз Да. надо, да? Ладно, я под вашим глазом смотреть буду. Хорошо. Сейчас где мы искать будем? Как будут бараны на вашем языке? Koyulanı izleriz. Koylarını izleyip ищем овец. Koyulanı bileme kaydı bulmanın. Bileme я знаю. Все где точки они. знаете, да? Где они? Просто сейчас визуально так посмотрим. Где они как.
Опять страшные дороги. Уф, бисмиллахиррахманиррахим. Құдай тағала бәлкіні араққа болсын. Икмәпкіні оларды. Тап болсын. А? Her zatta tap bolsun, iyi bolsun. Да. Амин, шулай болсын. Метеген. Метеген гора. Метеген, да. Вот дальше вот пик там большой, Коштан, да, тоже 5000. 5 с чем-то. Для вас уже это обычно, это для нас мы удивляемся. Для нас красота. Все, уши вообще оглохли у меня. А вы с азербайджанцами друг друга понимаете? Чуть-чуть. Чуть-чуть так, да. 10%, наверное. Да? Так что не все тюркские языки схожи. А есть схожие. Счет, например. У всех одинаковый счет. Береги счет. Вот это у всех одинаковый. Пожалуйста. İnşallah. Napalli gitmeniz lazım. Я же младший пастух сегодня. Bara tollamağa yarı. Bakala. Qarı. Үйренгені қайда күтеріңі. Біле будешь пасти. Я Посмотри, учусь. да, учись. Знаешь, что такое козлатур? А как он на русском, который по горам? Не козероги, а как их? Тур. Кавказский тур. Угу. И домашним овцам перемешанный вот козлатур есть у меня. А, да? Да. И они где-то ходят, я не знаю, где они. Сейчас снег пойдет, они спустятся. Вашинские ма? Хауменки, да? Да? А суясыз ма? Vay soymağım mı? Aşımam mal kabır Не пробовали, да, еще? Редко так, раз в год, одну так. Пробуем, а так нет. В основном баранину. Но она горная, наверное, вообще вкусная, но жесткая, наверное, да? Ну, они у меня перемешанные. Taş объярили там. Так что. Ben айтқанма самый вкусный ет болған. У меня самое вкусное мясо, говорит. Қаяла. До куда вы максимум доходили? Вот здесь везде побыл я. Прям на верхушках, Прямо да? на верхушках, да. Эти все Там облазили? тоже, да, там тоже. Здесь Вот тоже. эти уж, похоже, вы точно были. Здесь тоже точно был. Там тоже был. Ага. Именно вот белые вершины, вот. Даже я на лошадях поднимался и на лошадях спускался. Прямо Журмаган места нету у вас, везде были. здесь. Там тоже практически я везде побывал. Не А знаю, что там есть наверху? Там не в самых макушках, Да. но примерно посередине везде я был. М? Везде я был. Там har жерде болған да. Мгм. Везде был, в каждом месте, говорит, был. Почти, ау. На каждый камень здесь наступал. Ну не на каждый камень, но har жерде почти. Там еще ущелье не видно там. М-м. А так Маблай ущелье бар Маблай. Мгм. Маблайда көресіз элден села Да. тоже ущелье. И между ними Маблайда, да? Тоже ущелье. Да, вот здесь, где белые, Ага. над ними, вот, под ними, вот, ущелье большое уходит тоже. Маблай арцine. Ben yaklarım şöyle anda trolla. Яки там, говорит, Да. находится вон там А bunu ущелье. артында Маблай ущелье. А летом вот, где белые, вот, летом там, Мгм. там на севере. А, ну, поэтому везде и были уже, да? И як болмағанда да мен işim anda да работа. Там и работа. Государственная Заповедник. работа. Да, государственная работа у меня. А сколько у вас зарплата? За 20. За 20. 25 где-то вот так. Точно не знаю. А, я думала, за 20 это 120, например. О, да. Ну, за 20 паскра, ну, где-то 1025. 25 примерно, вот так. 90% солнечная погода у нас. Вот как сегодня. Вот Как так. сегодня, да? Как Сейчас сегодня. мы разговариваем, какое место самое лучшее для жизни. Азаман говорит, я везде побывал, во многих местах Да. был. Все-таки для меня Кабардино-Балкария, говорит, это лучшее место. Лучше, да. И солнечные дни. Вообще, вот куда-нибудь захотели переехать отсюда? Vay. Нет. Her zaman А вы, наверное, и не сможете уже без баранов, без коров. Без них я смогу-то, смогу, но Тосковать буду. тосковать тоже, как это сказать, Сразу сказали, баранбе. сам себе хозяин. Ага. Когда хочу, тогда встаю. Куда Когда хочу, да. когда, тогда стою то ли в Да. 5 утра, то ли в Да. 6 утра. Сам Нет, решаю. Когда у меня рабочие, например, да, куда хочу, как хочу, ездию, гуляю, Куда ездите Вот. гулять? да, не знаю. В горы? В этом году пока никуда не поехал. В Донбай поехал там на пару дней, все.
Сейчас в Донбасс снег есть? Сейчас Съездить, что ли? чуть здесь, наверное, да. Я хочу в Ну, мало, наверное. Донбасс, это же Карачаево-Черкесия? Да, Я мало. вообще хочу в Карачаево-Черкесию. Я сам когда-то поднимаюсь в гору на пару дней, я отдыхаю. Так вы каждый день в горах. Да, вот. я с кайфом отдыхаю, вот. То есть для вас ваша работа это кайф? Конечно, Я желаю, чтобы у всех была работа кайф. да. Если я не любил вот свою работу, я оставил бы. Но я говорю, сначала вы мне показались такой вредненький, с характером, а вы для меня раскрылись вообще с другой стороны. Вот. Вы очень любите свою работу, это очень сильно видно, как вы легко выполняете свою работу, хотя работа нелегкая. Весь день мы с вами в напарниках пробыли. Мы же прям в небеса с вами едем. Почти. Уже облака у меня на плечах. Вы посмотрите, по каким дорогам, не дорогам мы ездим. Бисмиллахиррахманиррахим. Надо ехать, знаете, как страшно. Ребятка, надо ехать. Катты тут? А? Что? Туттun mu? Да. Молодец. Как страшно. Ой, глянь. О, balık çıktı adamın da var. Silah kaydı çocuk. Vallahi var ayımıza. Нас мотыляет во все стороны. Ой, ой. Как страшно, но я вообще не боюсь. Nivan reklamı etek. А? Nivan reklamı etek. Ай, давай сделаем рекламу Неве. Да, Нева хорошая. Нева, свяжитесь со мной, подарите мне машину. Мне нужна Нева срочно, вот такая. Сразу чувствуется опытного водителя. О, запах цепухи. Сразу чувствуется. Спасибо вам. Благодаря вам я увидела такую красоту. Благодаря вам ваш регион для меня раскрылся вообще с новой стороны. А bizim koşta korunan da. Это наш, да? А вон наш. Кош. Наш. Действительно невероятная красота. Красота. Что там увидели? Яки где? Здесь уже холодный ветер. Я тебе сейчас покажу. Голов 50 стоит. Вот посмотри. Ага, куда? Прямо вот сюда вот в балку посмотри посередине. Вот. Белый что ли есть? Белый Белый тоже, есть, да, белый черный тоже вижу. В основном черные бывают. Все, вот я поняла, вот яки, вот лошади. Я прошла, что ли, посвящение-то в чебаны, в пастухи? Папа, еще. Кять? Еще нет. Ты такой хороший. Ты такой добрый. Все. Вы сюда откуда приехали? По номерам Ставрополь? Для чего приехали? Погулять здесь, посмотреть номера. Вдвоем собак путешествуете? Самое место, мы что, одним днем утром выехали, вечером вернулись. Всё. Вы же Яков смотрите? Salam aleyküm. Салам алейкум. Sarayımı. O mağaram olan. Tatlısa kalaysa. İyi mi? Yapma. Молодец. Ne Babamız сосед. Сосед? Да, сосед. Рядышком где-то с нами, да? вот. Тоже чабан. Примерно. Ablayda koyuları. Kumukula. А где? Здесь. Внизу? Внизу, да. Bizimkiler de ablayı tutuyordu. Benimkiler de Bukhara'yı koyuyor. Aha. Sen ne diyor Bukhara'yı? Ne var? Да, уж переломали. Если смотреть, мы хорошо с ними его. Да. Это снимать Тут что? бинокль. Бинокль? Обратите внимание, что у каждого чабана есть бинокль. Обязательно Да. кнут, конь или Нева. Да. Одни на Неве, а другие на коне. Да. Кто-то на Неве, кто-то на конях. А вам сколько лет? Как вас зовут? 50. 50, а зовут как? Да, Ильяс. Ильяс? Ну. Тоже балкарец, да? Да. Tavukçu. Tamam, vay. Allah tavuğu. Tavuk büyüme. Bu da Malkar'dandı, biz nereden de. А, с нашего села? Да. Kaşlara сосед ne var?
Meniki tümünde bu başında. Сколько голов у вас? 400. 4. Ben babamı kaç defa bul? Şu gaz mesir kopsor yok. Bana sonra bakalım. Gazimga so'rag'anni bilmayman, xafalamay siylaydayman. O importni ularni birini boshdan boshqa olishibmiz. Buğaga. Ne bu? Buğaga mana so'ni menada. Sohbet sen bana babam bana versen ben sana isterdim. Вот это вы поняли, да? Такое? Это скамейка всегда с собой. Satıp al ottuk. Все? Да. Продаем, покупаем сейчас. Вы только что договаривались о продаже Мы покупка? уже договаривались. А, только что вы слышали, здесь покупка-продажа была. А если кто-нибудь у вас захочет купить? Мы всегда рады. Мы Всегда рады? Всегда рады. Если есть что-то продать, мы продаем. Ну, у вас же много чего продать есть. Есть, конечно. Если что, я номер Азамата Да. оставлю в описании к этому видео. Это очень важно будет для фермеров, кому нужно обмен скота, продажа. В общем, я оставляю его номер телефона, вы ему звоните, разговаривайте, договаривайтесь. Договариваемся. Да, И да. мы отправляем готовы мясо куда угодно. Они сами будут с вами разговаривать, Да, напрямую номер оставлю Азамата, да. Потому что это для всех очень важно. Мне всегда говорят, Эльвира, делись контактами. Ma ikimiz de kutuyoruz. Biz kim biz koyu kutuyoruz mu bugün biz? Aytsı bugün zerlo когда valim. Да, да. Buzu kıstalı Помощник, koydan bu ya. помощник. Там маленький чебан. Мен токусам Да, да. да, все. Сейчас братья чебаны. Нет, нам братья не нужны. Мы вдвоем будем здесь. Я говорю, мы с вами сейчас братья чебаны. Нам вообще никто не нужен. Мы и кушать поставили, и посуду помыли, и баранов накормили. А вы друг другу помогаете? Вот вы соседи чебаны. Когда кубка начинается, помогаете, да? Во всем помогаем. Даже за столом помогаем. А вот вы как помладше их, вы приходите за советом к старшим там, как, да? Он старше меня, например. Да, вот я поэтому То, что я не знаю, я у него спрашиваю. приходите. Да, конечно. А вы сколько лет уже чебан? Я ничего, ничего. А когда становится чебанами? После 60. Да? Почта, да. Да. Гурта прав. Пока вы маленькие чебаны. Ну да, пока что пасем там. А пока вы кто? Пастухи? Пока просто пастухи. В 60 лет, это мне еще сколько лет надо до чебана расти. Нам еще расти. Чебан это у нас почетное звание, да? Это раньше в колхозе Да. время так было. Да, раньше было так. Чабаны, да, что спускались, Да, гудели там. Это звание надо заслужить, чебан, понимаете, да? Сейчас фермеры все. Слава Богу. Хорошо, давай. Увидимся, до свидания. Этому дому теперь мы Мы идем к идем своему к дому. своему дому, да. Вам хорошего дня, Ну давай, чтобы скот был жирный, всегда Да. под присмотром. А мы идем домой. А они на что, тоже на мясо? Да, у нас тут... Здесь все на мясо. Да, как верховые тоже продают, но Ездовые, ага. в основном на мясо. Что, вас едят, что ли, У балкарцы нас нет, конину? приезжают, закупают, они должны ожеребиться в апрель-май. Так, ходим. Это кто? Это все наш. Ага. Салам алейкум. Вот это родной брат. А, это родной брат? Bundan beraber enteti yerdi, да? Вот, посмотри, это болгарский нож. Ага. Видишь здесь разницу? Это Вижу, болгарский. чуть-чуть оголенный, да? Ты посмотри, наконечник. это карачаевский вот. Это похоже, а вот здесь видишь? Угу. Кобура какая. Из какой стали делают ножи? Я не знаю, это какой сталь. Вы тоже? 340. Как? Bunu şöyle götürdü. А, вот, посмотрите, К-340. Порошковая сталь. Abetkin var mı? Perekur. Перекур. Вообще там из 7 утра. Это ты. А у родного брата где? Дома зовут. Berga Смотрите, у каждого балкарца обязательно на поясе нож. А вот брат свой достает. А что, рыбак написано, а не чабан? На кастрацию, короче. Да? Он настоящий чабан. Какой рыбак. А у него рыбак 2 написано. Чабаны сами себе выравнивают здесь дорогу, прокладывают. Я спросила, за чей счет прокладываете? За свой. Все сами скидываетесь, да? Да. Дорого выходит, ма? К сожалению, 21 век. Это дорога республиканского значения. Как-то помочь государству, но, к сожалению, никто нам не помогает. За свои силы, средства это все делается. Я вот была у вас, из Нальчика ехала пока до вас. У вас в регионе дороги
Плохие. Мы знаем. Нам хлеб передали. Мягкий. Это наш тракторист. Ассаламу Номер алейкум, здесь. тракторист. У татар mı da? Татар вы? Ау. А я тоже татарка. Откуда вы татар? О, машаллах. Сказали, Я тоже из Казани. А что здесь делаете? работаю. А татарский знаете? Татаршевский? Не знаю, тут родился, а тут живу. А, уже Мама, на болгарском сыкало. говорите, наверное, да? Вот наш татарин, казанский. Здесь родился, здесь живет. Видишь, да? А меня sana ötürü айтқанма, обманул я тебя. Здесь только балкарцы живут, сказал, да? Вот кусок. Вот это, я про него забыл вообще. Мамасы таулы, папасы татар, да? Татар. А bu kesiliyor taulu. Нам старший брат хлеб дал. Только один дал, да? А подруга, дай кусочек с краю. Эльвира меня зовут. Эльвира. Да, меня Эльвира зовут. А меня Рафаэл. Азрет. Вас Рафаэль. Да. Будете хлеб? Вкусный. Идем, я тебя айраном угощу. Свежий. Я вас смотрю, угощу. здесь все айран пьют, да? Это национальный напиток балкарцев. У нас же тоже татары айран пьют. Мы тузлук там приготовили. Молодцы. Хватит? Их айран, знаете, как катык. Вкусный. Как у нас коток говорят татары, у них так выглядит айран. Очень вкусный. Кисленький. Спасибо, вкусно. А почему вы Цраев Азамат Владимирович? Я не знаю. А папу как зовут? Владимир. По паспорту Владимир. Да? Да. А мама как его называет? Владимир? Папа. Владимир зовут папу. Удивили? Он 51 года рождения. Советский Союз. Советский Союз, коммунизм. Может, имя Ленина дали, да? Может быть. До свидания, пока-пока. Қонаққа келіп тұралар. У нас уже гости есть довольно. Ого, гости с гостинцами приехали. Посмотрите, у нас какой гость здесь. Меня Эльвира зовут. Меня Хазар зовут. Хазрат? Хазар. Хазыр. Хазретлери. Хазретлери. Хазрат это у татаров, у нас хазратов нет. Кибар алмас, қанын зірі олма. Короче, olmam. Киргизский. Hayır, sen ben Allah'ı taşlarımsak görmeyeyim mi? Самые хорошие куски. Ага. Тому, кто первый вытаскивает. Так. Вот это позвоночники. Вы что, кости любите? Где кости? Позвоночник там, вот это самое вкусное мясо. Ага. Мясо, где кость, и где есть на чем костный мозг, это считается самое вкусное. Ну, я тоже люблю, где кости, костный мозг люблю. Жир люблю. Вообще все люблю, кост. Это хорошо. Все им. Для девушки это редкость, это хорошо. Да? Да. Я только болгарский перец не люблю. А остальное все им. Болгарский перец с сырым тоже можно кушать. И не люблю. А так С сырым, сольчик и так, прикуску. Кабырга. косточки мелкие-мелкие. Смотрите, действительно молодой барашек у нас. Вот тут тоже Это- хорошее место. Хамуру ашарихта. Да-да, сначала мы взяли вот столько мяса. У нас полный ляган мяса. Потом еще будем добавлять, чтобы не остыл. O zaman burası hep sende var. Давай. А вот у вас мужчины с женщинами сидят за одним столом? В семье, да. А если чужие женщины не сидят? Ну, если родственники сидят. А если вот вообще... Мы-то сейчас братьями стали. А так, если вообще чужие? Ну, давайте. Сейчас разливаем тузлук каждому порционно. Бисмиллахи. Пробуем балкарское мясо. Вот так. Машаллах. Ой, как вкусно. Мясо или тузлук?
И вообще, тузлук с мясом. И то, и другое. Вообще вкусно. Посмотрите, какое у нас мясо здесь. Нежнейшее мясо. Такое вообще я люблю. Bunu почти har kimde suyuyorlar. Har kimde suyuyorlar bunu. Угу. Все любят это мясо, говорят. К мясу тогда что делают? На вот вместо тузлука. Или тузлук делают. У нас нет тузлук. У нас как-то нету такого соуса. У нас отдельно катык дают, на ваш айран похоже. Это по желанию, и то в суп. Хотя это у нас то есть Как такое. айран ваш. У нас то есть такое и слово, и этот. Он густой, Угу. Еще гуще, чем айран, да? да. И его солью чуть-чуть солят и в какой-нибудь сосуд и хранят его. Угу. И это с крови берут, с него можно делать сусап, если размешать с С водой. Да. И можно его кушать, Угу. как, ну, типа как сметана. У вас, правда, самое вкусное мясо. Очень вкусно. Но правда, самое лучшее мясо у Азамата. Самое вкусное. Все, друзья, мы будем угощаться. Всем приятного аппетита. Сейчас доедим и поедем домой, да? И переезжаем с вами в село. Готовить балкарские национальные блюда. Сейчас мы будем с вами пробовать бульон. Спросили: Эльвира, тебе пожирнее? Конечно же, пожирнее. Ой, горячий рот обожгла. Ой, вкусный, жирный. А, я не спросил, attı mı atmadı mı? Нет, вкусный, это просто я соленое люблю. Бульон вообще вкусный. Bu bulyon biraz çok salonu olsa iyi olur. Да. Чуть-чуть солью так. Все. Тогда уж и перец надо, да? А, есть же в тузлуке перец. Mersi böyle. Mağabaytarlar ver, mağabaytarlar. Вот так надо, говорит, пить. Abla ver. Кабар. Попробуй, если еще надо, добавим. Это, наверное, самый вкусный бульон в этом году, который я пила. Правда, самый вкусный. Вот теперь все как надо в этом бульоне. Смотри, жирная вот, да. Посмотри. Если совсем жирная, вот так делаешь. Если совсем жирный, надо его собрать. Так. Здесь вкусное мясо, вкусный бульон. Конечно, у нас... А, вкусная вода у вас, горная вода. Конечно, здесь будет самый вкусный бульон. Вот это тоже Мурик, Мурат. Тоже друг, брат, Тоже родственник? друг, да, родственник. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в наши края. Саубол, саубол. Молодцы, молодцы. Отдыхать приехали, да? Да. Да, Allah вам здоровья, счастья. Спасибо большое. Hayırlarına kol yallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Давай. Ulan kal eterede ben atarga. Bir çifte. Увидимся. До свидания. Tuzluk stolda, et kazanda, bulyon olayda. Да. Tamam, ha? Sonra görmeniz tabi olun. Здравствуйте de turasın ha. Sen bana salam aleyküm degen olsan ha. Да. Sağ kalın akıysa. Koy. Yine de çağırma Allah haydi sağ. Она говорит тебе: салам алейкум, а ты здравствуйте. Alan buk buk buk. Мы с вами возвращаемся в дом. Сейчас будем знакомиться с хозяйкой дома, готовить балкарские блюда. Мы посмотрим, как здесь живут люди. Салам алейкум. Расслабляетесь? Да. Ассалам алейкум, здравствуйте. Это снимай. А? Ваше расслабление, что ли? Пусть все знают, как расслабляются после тяжелого дня. Tete gel gel. Какой хорошенький. Машаллах. Allah maşallah. Gel Tubay. Куда мы печенье, конфет можем поставить? Зачем? Ну как зачем? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Эльвира. Вас как зовут? Аминат. Аминат. Да. А вас как? Мажиля. Здравствуйте. Меня зовут Эльвира. Рада знакомству. Что вы тут делаете? Расскажите мне тоже. Лучше научите?
Можете присоединяться. С удовольствием. Я готов. Сейчас закончим и будем делать. Здесь вы делаете изделия из наполняем, где мелко шерсти. волока. Где Чтобы тонко. не было видно, да. Где тонко, где То есть узко, да. Вот где проплешины вот Да, такие да, есть, да, вы да. все заполняете. А какое изделие вы сейчас делаете? Гора Эльбруса. Если гора не идет к Магомеду, то гора сама идет к вам. Вот такая вот красота. Такой мягкий, приятный. Это изделие из войлока? Да, это из шерсти. Шерсть? Шерсть это Чистая чистая шерсть. шерсть. А красите чем вы? Это специальная краска для этого. Я так понимаю, шерсть же вы не закупаете, у кандидат своя шерсть. Да, да, не закупаем, у нас своя. А вы подружки, соседки? Помощницы. Мы помогаем ей. Учит. Заворачиваем. Своим Давайте ремеслом. пока на горы Эльбруса у нас тут листва. Ну, листопад осенний. Она это на продажу делает? Или для себя это? Да, на продажу И на тоже. продажу. И на выставке тоже. На выставке тоже, да? Да, на выставке ее приглашают, она ездит. Молодец. Да. Это же вообще, наверное, мало осталось, кто изделие из войлока, из шерсти делает. Кто вручную лет делает, только она. единственный. Единственная она осталась, да? Да. Станками есть. В Карачаеве станками делают. А вручную, чтобы лично вот руки действовали так. То есть кандидат это- последний да. человек, кто это делает, да? Только она вот это делает Молодец. вручную. А вам сколько лет? Потерять-то. Нет? 63? 58. Учиться никогда не поздно, в любом возрасте. Конечно. Это всегда нужное. Здравствуйте! Ну что, знакомимся с хозяйкой дома. Знакомьтесь, зовут Кандидат. Я должна к вам как-то обращаться, тетя Кандидат, кандидат апа? Нет, 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 То, что вы старше меня? нет. Только Все нормально, все нормально. у вас так принято? У нас принято. Чтобы потом не говорили, почему я говорю по имени. Нет, Хорошо, меня зовут Эльвира. у меня кандидат. Да. Все, будем знакомы. Сегодня мы остаемся в вашем доме. Ваш сын. Машаллах. Тьфу-тьфу-тьфу. Кустимасен, чтобы его не сглазить. Я в восторге от него. Я в восторге. Какой он работящий. Как он любит свою работу. Как он легко выполняет свою работу. Вот так только кидает в тюки. Я даже глазами за ним не успеваю. Какой он молодец. Ну, смотрите, вот они вот так вот. Что такое? Ой, у нас в горах там вообще хорошо было. О! У нас часто бывают. Ого! Это сейчас для чего это? Вы горячей водой, что ли, ошпариваете? Кипятком. Это и называется валять? Да, это называется валять. А для чего горячим кипятком ошпаривают? Ну, в горячей воде сваляется быстро. Ага. А вы откуда научились этому ремеслу? Сказали, что вы последняя женщина, кто это здесь делает? Вручную, да. Вручную. Больше никто не делает. Откуда научились, кандидат? А нигде такого. Сначала в цехе, а так там закрыли цех. Потом мне отец говорит, что мать его делала вот такие Валяла, вещи. Да, валяла, красивые вещи делала, и это они продавали в Грузии. Вы этот ковер для чего делаете? На продажу или себе просто? Что это будет? Я даже не знаю, это балкарский флаг, я первый раз делаю это. А, просто, да, на Ну. пробу? Это балкарский флаг наш. А сколько вообще изделий из войлока, из шерсти стоит? Самые большие, самые красивые, говорят, я такие не продавала. 200 тысяч. Рублей? Да. То есть изделие из шерсти это дорогое удовольствие, да? Да. Сколько времени нужно, чтобы сделать такой ковер? Вот нормальный ковер где-то 2 месяца. 2 месяца. И сколько человек надо, чтобы делали? 3? Когда валяешь, где-то 2-3 человека, даже 4 человека. Ну, 4 человека, 2 месяца работа. Если даже поделить на всех, вот как это 25 тысяч рублей в месяц же выходит. Да. А затраты 2 месяца и 4 человека. Мы в селе и за 25 тысяч, наверное, довольны были. Вроде как будто 200 тысяч дорого. А если поделить на ручной труд, что это 2 месяца, что это 4 женщины,
Там в кипятке валять надо. Это тоже надо учитывать. Для чего мы связываем? Чтобы она не сползала. Чтоб Картинка не ровненько была. сползала. Чтобы ровненько было. А что делать надо? Катать Как валять? и силой. Прям с силой надо, да? Бір пишет цвалку. Это везде Смотрите, как нужно валять. Это сейчас мы по-настоящему валяем войлок. Да. Она не сползет, ничего. Сейчас мы перевернем. Вот так вот у нас Азамат стресс снимает после трудового дня. Да, конечно. Давайте теперь открываем, проверяем. Что такой ветер у вас? Это у вас всегда так? С вами здоровается наш ветер. Да? Да. У нас в горах хорошо, да, Азамат? Ветра нету. О, у меня весь воздух. Вот это будет вот как вот это. Прессованное. А потом будет обделываться она. Вышивать. Ну это вот он на какой стадии уже ваш ковер? Когда он будет готов? Его еще валять и валять. Да? Да. Его валять. Он сразу не делается. Его постепенно делаешь, чтобы он был ровненький, красивый. Чтобы он получился красивый. Ага, осторожненько. Ничего. А вообще, чем у вас в Кишлаке занимаются женщины? Вязание, Вязание? садоводство, животноводство. То есть у вас в селе основное это сельскохозяйство, животноводство, фермеры, вязание. А вот я смотрю, у вас очень много яблок. Вы их на продажу собираете? И почем продаете? Сколько стоит килограмм яблок? Что, когда отправляете оптом? 50, 60, 70. 50-60? От 50 начинается, да? Килограмм. У вас огромный сад. А сколько у вас здесь соток? 20 соток? Все зимние? Не, вот крепкая. Кандидат. Вот хорошая прям. Вообще хорошая. Мы с деревьев не срываем. Может, вот это? Вот это вкусно. Как я люблю жесткие. Да. Зубы хорошие. Да. Жесткие, сладкие. А кто все эти яблоки собрал? Сыновья, внуки. А вы? Я тоже. Тоже? А я с вашим старшим сыном познакомилась? Младший. Со старшим? Вот старший. Азамат. А он младший, что ли? Да. Азамат молодо выглядит, да? Он вообще молодо выглядит. Сегодня говорю, сколько вам лет? Он говорит, 44. Я говорю, мы думали, ровесники с вами. Молодо выглядит. Он младший. Он сказал, мой старший брат. А, он родной брат, наверное, сказал. Ну вот с другим сыном тоже познакомилась там в горах. Сколько раз нужно вот так вот катать, то есть сворачивать, поливать, катать, сворачивать, поливать, катать? Смотря как получится. Смотря как На он готовность. плотный будет. Ну, примерно 50, 100. 100 и 200 Ой, катаем. И От 300 100 катаем. начиная, да? От 100 начиная до 500 идет. Кони. Но вообще я первый раз в жизни Ведь вижу, это как катают нормально. войлок. Это же на самом деле уже древняя профессия. Да. Она уже ушла в прошлое. Сейчас только на станках делают ручную. Да. Никто не Сейчас делает. вручную никто не делает. Какой интересный у вас ковер. А расскажите, что эти узоры обозначают? Это рога, изобилие. Как бы. Очень похоже, например, на кыргызские, на казахские Да, узоры. да, да, да.
Вот мне кажется, сейчас даже и казахи, и кыргызы подтвердят, что похоже на их узоры. Чем-то вот даже на татарской есть. Это изобилие, да? Да, вот прям вот так считается. Это вот на продажу ковер? Да, на продажу. И сколько стоит такой ковер? Вот это 1200? Как стоит этот ковер? Где-то 150 где-то. 150, примерно 150 тысяч рублей стоит такой ковер, да? Это сколько? 2,5 на 5, что ли? 2 на 4. Бабушка. Чуть меньше, что ли? Чуть меньше, что ли? Вот такой вот ковер примерно 150 тысяч рублей. Это все ручная работа, все это откатано вручную. Все, абсолютно все. Ну, такое же сейчас вообще редкость. Я когда-нибудь стану сильно богатой и куплю себе вот такой ковер. Это когда сильно богатой стану. Пока могу просто по ламинату походить без ковра. Вот это я почти месяц поработала вот над этим швом. Вот это, да? Почти 1 месяц ушел на вот этот шов, вот этот вот только. А шерсть вы сами красили? Вот это все сами покрасили, да? Не должно оставаться ни одной проплешины. Видите, женщина сразу глазами смотрит, где чуть-чуть не хватает, сразу добавляют, мылом запечатывают. Каждый раз, видите, они прокатали, каждый раз выравнивают. Так, так. Все? Чем больше лишнего материала, тем лучше прессуют. Тем все, хорошая работа. Тем плотнее становится. Посмотрите, как вытягивают. Чтоб ровненько было. Да. Вот же женщина здесь со всей силы давит. И вот так растягивает. Тянем. Да. Мазиля мамну состо. Сколько еще раз вы будете вот так вот переворачивать? Переворачивать, смотря вот как валяется. По необходимости, да? Сколько раз понадобится? Это от шерсти зависит. Ага. Тогда... Начала давай. Ну, то есть сейчас постоянно будете вот так переворачивать, наливать воды горячей сверху и будете смотреть по готовности. Готовности. Да. Ну, пока она готова не будет, надо сушить, положить сушить, потом заново опять валять. Ага. Через сколько времени будет готов этот ковер? Сколько вам нужно времени? Ну, где-то неделя, 10. Через неделю, через 2 недели будет готов. Балкарский флаг ваш. Я тебе говорила, что не надо было. Какой сладкий. Yandılar, sana sözler. Хорошенький такой. Sağ ol, güzelsin. Ассаламу алейкум. Gel bu kastan. Sen kimlikse? Kimlikse? Чей ты говоришь? Kimlikse спрашивай. Güzel de olmuş. Хорошенький, светленький. Bak, gel de yukarı gel de. İbomuzsun. Да. Zahmet dökümde. Это младший самый, да? Самый младший, самый хороший. А самый любимый, что ли, младший? Я всем люблю. Это тоже сами все вяжете? Красиво. Мне кажется, сейчас половина женщин, которые нас смотрят, себе захотели вот такие платки. Это же вообще красиво. Сколько такие стоят? 1000 рублей. 1000 рублей? Посмотрите, какая красота. Мне кажется, я говорю, все женщины сейчас себе захотели такие. Вот телефончик у вас, так что... А, нету, да? А Азамат есть? А что, отправлять будете, если кто-то захочет? Посылкой запросто. Да? Да. А то давайте, а что еще есть у вас из вязаного? Покажите, давайте я оставлю ваш номер телефона. Если будете отправлять посылкой. Да, я это вынесла вам. Кому? Вам. Aman. Зачем? Подарите. Да вы бросьте, вы мне яблоки подарили, все подарили. Вы что? Это изнаночная сторона, вот это лицевая сторона. Это лицевая? Да. Вот это изнанка, да? Вот так правильно. Но мне кажется, вот если бы моя мама сейчас это увидит, она по-любому увидит, она прям скажет, какая красота, она очень любит такие вещи. Вообще все женщины любят. Я оставлю ваш номер телефона.
в описании к этому видео. Если вам понадобится изделие из войлока или захотят люди вот такие платки, пускай они вам пишут, пускай у вас покупают. Я только рада буду. Вы любите, да, это дело? Вязать, войлок катать. И для невест я платки делала. Меня отовсюду смотрят, мне кажется, многие захотят и в Америку, но вы отправите. Иншаллах. А вот вы деньги на карту ей отправите, она вам отправит изделия, платки. Может, кто-то захочет молельные коврики себе, вы, наверное, тоже делаете. Настоящие, из натуральнейшей шерсти, вручную. Обращайтесь к кандидату. Я даже буду очень рада, если у вас будут покупать. Иншаллах, чтобы вас покупали. Да, пускай, я всегда говорю, ручной труд должен поощряться. Спасибо. Носите на здоровье. Спасибо, дорогая. Спасибо, очень приятно. Смотрите, какой мне сделали подарок. Теперь это будет мой любимый платок. Как раз у нас холодно сейчас. Спасибо. Сен золотой ма? Да? Вот у вас четверо сыновей, да? Девочку охота? Да? Четверо сыновей. Я всех детей одинаково говорю, люблю мой золотой, мой самый лучший, мой самый хороший. Чему вы меня сегодня научите? Давайте попробуем пожарить хачины. Хачины. Это мое самое любимое блюдо в Кабардино-Балкарии. Я нальчик люблю из-за хачинов очень сильно. Давайте. Давайте. Тесто у вас уже готово, я вижу. Это начинка? Да. Сырная. Там сыр и картофель. Хачины это у нас главное блюдо Кабардино-Балкарии. Пресные лепешки. Внутри сырно-картофельная начинка, мясная начинка, зелень с сыром начинка. Это самое главное ваше блюдо. Давайте. Вот вам тесто ваше. Что входит в состав теста? В тесто только соль и мука, и вода. Соль, вода, мука. Пресное тесто. Пресное тесто. Обкатывают вот такие шарики. Сначала вот делаем шарики. Сколько часов у вас тесто отдыхало? Где-то 1,5 часа. Если вдруг кто-то захочет дома такой же повторить. Что говорит? Тетя цене. Да. Все, так, все. По чуть-чуть прям, по да? Чуть-чуть, прям по чуть-чуть делается. Тут тесто уже хорошее, мягкое. Тесто очень мягкое, да. Да. Итак, берете вот шарик. Все, возьмите. Берем наш вот, сырно-творожный шарик. Вот так положили. Да, вот. И все. И вот. Оно прям мягкое, легко пойдет. Да? Вот, Собираем. смотрите, и собираем вот так. Видите, как хорошо у вас получается. Спасибо. Все, наш шарик готов. Да. Вот, сковородка у нас греется. Нагрелась. Да. На сухой сковородке. Да. Смотрите, как интересно она Сколько? заформировала уже картофельно-сырные шарики. Ай. Как у вас у балкарцев дети обращаются? Мама? В садик ходит, мама? Да. У вас в селе есть садики? Да. У вас ремонт идет, да? Да. В 22 год замуж вышли, да? Да. Когда вышла замуж, уже все умели делать по хозяйству? На кухне, готовку? Ну, как бы что-то я умела, но как бы каждый день чему-то учишься. Каждый день делаешь. Учила, да, чему-то? Свекровь тоже учила, бабушка учила, мама учила. Мы с малых лет делаем. С 7, с 8 лет тесто мы делаем. То есть хинкал, пироги, все умели уже делать, уже когда замуж Ну вот выходили? все, что вот из наших Из да. ваших? Ну да. А какое самое любимое блюдо вашего мужа Азамата? Скорее всего, бешлама. Да? А мясо здесь какое он любит? вареное. А какое говядина, як? Не знаю, вот все. И Да? баранину. Ваш муж любит ягненка молодого. Ну, Самое вкусное мясо, говорит. Ну, он на каждое мясо свари, положи, скажет так. Да? Да. Давайте я первую же сделаю. Давайте первый вы, конечно. Вот наш первый хачин готов. Мы его ставим выпекаться на сухой сковородке. Да. А ваше какое самое любимое блюдо? Хачины.
Мою тоже. С картошкой. А я с брынзой, с зеленью. Все, что вот с сыром связано. Переворачиваю я все вручную. Обычно вот этим делают, но я как бы... Я тоже за ручную. Буквально за 1,5-2 минуты, да, хачин готовится? Да. Очень легкий, удобный рецепт. Особенно, когда рядом с тобой балкарка и все это готовит. То рецепт становится вообще сильно легким. Давайте попробуйте вы. Сейчас хорошенько все это смазываем маслом. Все, вот такие вот хачины у нас с вами получаются. Войлок не умеете, да, катать? Нет. Не научились? Ну, я как бы пыталась все равно. Любую же работу надо чувствовать. Ага. У меня не получается. Не получится. То есть это не такая легкая работа, да? Ее надо понимать. Нет, ну вот смотрите, она вот раскладывает, то есть вот так трогает, Да. она чувствует. Она Да. знает, здесь мало, здесь много. Да. Отсюда надо сюда переложить, у нее, видите, ровное все получается. Мгм. И когда раскатывают, они вот прям локтями Силой, чувствуют. да. Чувствуют. А я... Все, и у нас последний хачин. И будем готовить бешбармак. Хачины наши готовы. Сейчас мы с вами посмотрим изделие из войлока. Это для чего? Мэн-мэн. Это для стульчиков, да? Да. Садиться на них. Да. И сколько времени у вас уходит вот на сделать один такой коврик для стула, назовем это так, накидка для стула? Неделя, наверное. Неделя уходит, да? Начиная вот с грязной шерсти, неделя. Ой, вот это такой легкий, такой тоненький, приятный, прям приятно. Даже не под ягодицы класть, а спать. Красота. Вы с детства этим занимаетесь? С детства это умеете делать? Моя бабушка первоклассная искусственница была. На продаже делают изделия? Она не делает. Но очень любит. я точно не знаю. Молодец, какой. Сказали же, что вы все, последняя женщина здесь, кто вручную войлок делает. Это тяжелый труд, адский труд. Вот неделя уходит на вот такую накидку для стульчика. Вот с грязной шерсти начинает, неделя уходит. У вас, наверное, всегда есть дома шерсть, да? Азамат вам привозит ее КамАЗами. Азамат как раз таки не дает. Не дает? Всю жизнь работала, отдыхать не Да? А вы где берете шерсть? Я беру. Не даете маме шерсть? Сейчас у мамы как заказы пойдут, день и ночь будет валять. Это лет 20 там назад, хотя бы лет 10 там назад было, Угу. когда она молодая, здоровая была, можно было. Неделя работы. Сколько это стоит? В общем, там наверху на базарчике по 3. 3000, да, стоит? Таких изделий уже нигде нет. Я много где ездила, я много что видела. Таких изделий уже нет, уже никто их не делает. Прям, смотрите, легенькое. А какое считается самым дорогим и самым сложным? Вот когда вот эти цвета сливаются, Ага. вот эти, по-моему, Вот это считается самое сложное, да, когда слияние цветов идет? да, вот видите, Красный, белый, вот, зеленый. вот эти вот, Угу. эти делать. Здесь тоже вот примерно такой же. Угу. Ну, вообще, все трудно делать. Дай Аллах здоровья вашим рукам, чтобы ваши глаза видели, руки не уставали, чтобы всегда у вас были покупатели на эту красоту. Да, чтобы в каждом доме были такие накидки для стульев. У вас так много изделий из шерсти, из войлока, а на полу у вас такие ковры. Почему не стелите войлок, шерсть? Не знаю даже. Наверное, магазинная больше нравится. Да? Наверное. Это вот как говорят, сапожник без сапог. Это вот так, что ли? Наверное. Мамула, хайда мабу арюжашчика подарок деп. Хай мамуну аңа бер. Он мамуну муну бер. Бер, хая бер. Мамула бер. Это мне подарок. Как будет на вашем языке подарок? Сауга. Сауга, как на узбекском.
Посмотрите, какой салгам мне сделал этот малыш. Саубол. Спасибо. Он решил все накидки мне подарить. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас еще принесет. Это тоже тебе. Может, хватит? С ним вы... Ой, еще подарок принес. Ты так разоришь бабушку? Все мне подарил, посмотрите. Ничего не жалко этому золотому мальчику. Все накидки для стульчиков, говорит Эльвира, для тебя. Спасибо. Ваш сын бабушку разорил, все подарил. Ha evet. Zalak kimde? Все подарил, скажи. Это хватит уже, это дома оставь. Проверяет. Тур. Сейчас мы с вами будем делать бишбармак. Я смотрю, вы уже... А, это хачины? Нет. Это бишбармак? Да. А как вы делаете бишбармак? У вас внутри зелень в тесте? Да, я добавляю чуть-чуть укропа. И без него делаю, но потом добавляю. У вас свой рецепт казахского бишбармака. В тесто сразу, посмотрите, она добавила укроп. И перец тоже. Я так не знаю. Здесь у нас уже мясо варится, бульон кипит. Какое здесь мясо у нас? Як. Як? Да, Это да, все ячье мясо. Да. Сегодня мы с вами попробуем мясо яка, ячье мясо. Первый раз, что ли? Первый раз вообще никогда не пробовала до этого. Воду прям с крана пьем, да? Правая сторона. Вот с этой. Да. Правда, вода у вас очень вкусная. Я говорю, вот сейчас в 21 веке пить с крана воду – это вообще роскошь. Такого нет нигде почти. Нарезаем на вот такие крупные квадратики, да? Да. Как часто вы дома готовите бишбармак и хачины? Ну, хичины, честно, не все любят, но бишбармак любят все. Поэтому бишбармак надо каждую неделю практически. Неделю один раз готовите бишбармак? На этой неделе уже был бишбармак? Нет. Мама söyle. Вовремя я приехала. На этой неделе еще не было. Но вот у нас прям все любят. Но мясо яка как будто по цвету чуть-чуть отличается, да? Да, он темнее. Да, чуть-чуть, темнее. Сколько часов вы варили мясо? 3 часа. 3? Да, 3. Yine. Bıçak sersi. Такой кусок красивый. Осторожно. Мясо ставим на стол, и сейчас уже будем варить сами пласты теста. Кипящий бульон. Кипящий прямо отпускаем вот тесто. И все, наш бишбармак готов. Вот так вот за 20 минут мы приготовили обед из бишбармака, хачинов. Чем больше мяса, тем красивее бульон получается. Наваристый. Ну что, мы сейчас присели за стол, будем пробовать бишбармак, хачины, пробовать ячье мясо. Но я говорю, вот по цвету отличается, оно темнее, чем говядина. Сейчас попробуем на вкус. Мясо мягкое же. Это мягкое. По запаху отличается от говяжьего. Наваристое прям как будто. Оно, знаете, какое? Оно прям жевательное. Al getiririz malzeme. Okla 3 dediriz. Уж. Ben şimdi ben pişirmem Тузлук şey be. какой вкусный. Тузлук с мясом вообще вкусно. А вы хачины любите? Люблю, но сейчас бешвенак буду. Я там мясо попробовал. Бульон попил, сейчас бешвенак был уже. Vay!
Давайте попробуем хачины. Хачин тоже с тузлук едят? Можно с тузлуком тоже, да? Вообще без проблем. Я люблю тузлук. Вообще, оказывается, я очень люблю тузлук. Ой! У татаров тоже есть тузлук. Нет? Я сегодня полюбила тузлук. И вообще сильно полюбила. Все, идем. Зимой не будете болеть. Аурушку еще зимой. Аурум болмас? Аурум. Отлично. Да, меня уже, да, тузлук себе постоянно. Я чеснок постоянно ем. А вот так мне понравилось. Ну, хачины-то у нас получились великолепные. Ма, былай дейсің, да, былай? Хачина. Очень вкусные хачины. Азамай бреки турагам салса. У меня отдельно хачин. Без масла. Все, хватит. Все. Да. Вообще, я знаете, на что обратила внимание? У вас в семье все очень чистоплотные. Первое, на что я обратила внимание, когда я приехала туда, в горы, с вашим сыном Азаматом, дом чистенький, постельное белье белоснежное там лежит, белоснежное. Куда же ты засхая? И невестка у вас такая же. Я сразу на это обратила внимание. Очень чистоплотная семья. Посмотрите, здесь у нас хачины, там у нас бешбармак, здесь у нас ячье мясо, это як вареное, вообще интересное вкусное мясо, похоже на говядину, но чуть жестче, что ли, она, хотя мягкая. Вот такой вот у нас с вами сегодня вкусный, шикарный стол. Мы будем угощаться, друзья. Всем приятного аппетита. Очень вкусно ваша невестка готовит. Очень вкусно. Спасибо. Вы правда очень вкусно готовите. Спасибо. Когда хачин тянется, считается самый хороший хачин. Когда начинка тянется? Да? Ну, вкусно приготовила ваша невестка. О, вы мне компот дали, спасибо. Аш татвы olsun. Как? Аш татвы olsun. Да. Всем приятного аппетита. Да. Мы будем сейчас угощаться, пробовать, есть. Ну, правда, очень вкусно. Прям невероятно вкусно. Я говорю, я за это очень люблю начо, что здесь вкусно. Спасибо вам большое. Спасибо. Пришло время мне собираться домой. Саубол, спасибо огромное. Вы моя первая балканская семья. Я вас считаю, вообще сильно люблю. Сюемен. Я очень рада, что я сразу попала к вам. Спасибо вам, что вы мне не отказали. Вы замечательны. Я говорю, когда я увидела, как ваш сын работает, как он легко делает и быстро свою работу, я осталась в восторге. Я влюбилась в вашу семью. Пускай у вас все будет хорошо, пускай ваши руки не устают, глаза видят всегда, чтобы ваши ковры покупали все во всем мире. Да. Это что такое? Это ветер такой? Азамат, а вам я знаете, что желаю? Чтобы ваш скот был самый жирный. Он и так самый вкусный, чтобы вы по всей России не только отправляли своих вкусных баранов, продавали свое мясо, чтобы вас знали все, что ваше мясо номер один. Сегодня я его попробовала, это так и есть. Спасибо вам. Я очень рада знакомству с вами. Спасибо. Вы мой теперь брат почти. Мы сегодня с вами работали вместе. Ну и, конечно, Эльвира, домой уезжать не с пустыми руками. Это балканский. Смотрите, самое вкусное мясо, это сушеное мясо. Сухое, правильно говорить, да? Сухое. Сушеное ячье мясо, соленое. Спасибо большое. Обычно я привожу мясо, а тут меня с мясом отпускают. И вот такой красивый. Я буду зимой носить, у нас очень холодно. Мне кажется, мне этот цвет очень сильно идет. Мне еще мешок яблок подарили, смотрите. Мешок яблок. Ну красота, да, вы посмотрите. Мои красотулечки, если вы захотите себе вот такие вязаные изделия или изделия из войлока, обязательно звоните, связывайтесь. Выбираем. Номер телефона оставлю в описании к этому видео. Это урундуккана на стульчик.
Это я буду на стульчик стелить и сидеть. Огромное вам спасибо. Я буду всегда вас вспоминать, когда буду сидеть на стульчике. Зимой буду, когда носить ваши красивые изделия, буду всегда вас вспоминать. Спасибо, очень приятно. Действительно была замечательная семья. Я думаю, мы с вами еще увидимся. Приглашать меня в гости. Да? Спасибо. Саул, добро пожаловать, говорит, приезжайте всегда. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Как всегда, у нас с вами был интересный, насыщенный, вкусный день. Помните, что вы у меня самые лучшие. Берегите себя. А вот теперь пока-пока. Скоро с вами еще встретимся. Научили меня готовить хачины. Пока! Пока! Все, пока-пока! Прикиньте, здесь машину взяла в Нальчике в аренду. 3500 стоит в сутки. Номер, смотрите, регион 716. Это же мой татарский регион. Хотя в Нальчике здесь 07 должен быть. Пока-пока! Позвоню, напишу. Пока-пока! Надеюсь, вам понравился выпуск из Кабардино-Балкарии. Обязательно напишите об этом в комментариях. Сейчас очень хочется найти уже кабардинскую семью и посмотреть, как они живут. Не знаю, надеюсь, получится. Вот вы уже, когда выпуск будете смотреть, я уже, конечно, давно уехала из Нальчика. Можете мне в Инстаграм писать. Все, я вас каждого